Всем привет, меня зовут Евгений. Сегодня у нас будет замена линз на Nissan Altima. Это американец, стоят галогеновые линзы, выдают на моей стене 1000 люксов примерно, плюс-минус. Поэтому приступаем к разборке. Фары на условно разборном герметике, то есть бутиловой. Ну, в целом проблем не должно особых возникнуть. Буду ставить линзы Infolight A2. Они понравились человеку по ширине, в принципе по яркости, равномерности. Выбор как бы он сам сделал. Сегодня с утра ему показывал, как светит ксенон, как светит мощная LED-лампа в галогене. Ну, человек выбрал вот эти вот линзы. В общем-то, разбираем. И в ходе установки буду показывать интересные моменты, возможно. А возможно, если их не будет, то не буду показывать. Приступаем. Итак, я завел машинку. Сейчас померяем, какой здесь свет. Вот такой вот мега галогеновый свет. Левая фара при этом светит довольно-таки неплохо. Выдает 2000 люксов. А правая фара у нас светит попечальнее. Выдает 750 люксов. Опять же, это у нас на заведенной машине. То есть машина работает, генератор работает, напряжение нормально. Все, приступаем теперь к снятию и разборке фар. Идет процесс снятия фары. Первое, надо снять решетку радиатора, потому что за ней находится болт, который вот держит фару. Ухо за бампером. Все здесь в шпакле, ну все как и полагается, американский биточек. И вот здесь вот в самом интересном месте, вот представьте, крайний болт я открутил, вот здесь саморез строительный. Я, короче, просто засунул руку туда. И вот на ощупь, скажем так, нашел этот саморез, его и подвыкрутил, для того, чтобы он прошел через вот это вот отверстие и бампер типа держался здесь. Ну, в общем, продолжаем снимать фары. Вроде уже там остался один болтик сбоку и все. Вот этот болт снизу сейчас откручу, и по идее фара уже должна выйти. Ну, сейчас я до конца сниму бампер, тут нет ни противотуманных фар, ни омывателей. Отведу его в сторону и уже сниму нормально фары. Так, фары снял. Смотрите, моментики первые. Вот здесь внутри идет налет. Это на маске уже, то есть поврежденный хром. Перед разборкой. То есть фару еще не разбирал, а уже там есть моменты. Ну, этот хром нельзя тереть, потому что как только я его попробую вытереть, я его сотру до пластика. Второй момент. Здесь уже была дырка проделанная. Типа дренажное отверстие. Без поролончика, естественно, без ничего. То есть паянные уши вот у нас здесь. Скорее всего, в правую сторону автомобиля был удар какой-то. Значит, HB3 у нас здесь. Поворотник. И желтенькая лампочка габаритик. Линза у нас с керамическим отражателем. Что-то очень похоже на Camry. Снизу два крепления. Ну, в общем-то, здесь это закроется, если она будет выступать, линза. Я думаю, либо штатный пыльник доработать, вот этот резиновый, вывернуть его. Либо одеть пыльник, который уже полностью герметичный, колпачок такой. Разобрал первую фару. Фара у нас не имеет ни электрокорректора, ни регулировочного винта лево-право. Банально крутилка вверх-вниз. Вот такая вот керамическая конструкция.
на которой держится, собственно говоря, линза. Линзовый модуль. Линзовый модуль состоит из 3 частей. Вот такая вот линзочка уже подуставшая. На ней есть налет. А налет у нас появился из-за вот этого вот выгоревшего отражателя. Как видите, дымка. Там даже уже где-то что-то потрескалось. Это правая фара, которая светила у нас тусклее. Ну, я думаю, в левой фаре чуток все получше. Это керамика. Вот материал PPS M60. Можете в гугле забить. Вам выдаст, что это термопластика, керамика, что-то типа того. Шторка обычная тут с прорезью. Называется дырка, вот это отверстие. Для вежливой подсветки знаков. То есть частично свет проникает вот с этой стороны через это отверстие. Линза переворачивает, и получается у нас такой прямоугольничек, который подсвечивает знаки. Все, теперь буду заниматься непосредственно врезкой линзы. Вот такой вот получился результат. То есть с виду ничего не изменилось, но внутряночка у нас теперь стоит Infolight A2, светодиодная линза. Фары я не полировал, ничего с ними не делал. Они в более-менее живом состоянии. То есть все стало четко по центру. Как-то так. Сейчас выйдем на дорогу, посмотрим, как оно светит на дороге. Так, чуть не забыл померить люксметром показания. Я двигал машину, конечно, немножко вперед-назад, но она стоит примерно на том же расстоянии, около 3 метров. Посмотрим, что теперь у нас получилось на выходе. На выходе получилось 7200 люксов. Было 2000 вот в этой левой фаре, как раз та, которая светила лучше. Так, ну и правая то же самое. Вот то же самое, выдает вот 7300. Итак, сразу после выезда из гаража мы получаем вот такой вот результат. Свет ровно светит. Напомню, в данном автомобиле нету электрокорректора фар, а также нету винтов для регулировки фар лево и вправо. То есть вот выставил линзы наугад, скажем так. Ну, как бы не наугад, это все опыт, но вот по прибору все выставил. Сейчас проедемся немножко по кооперативу. Итак, едем по кооперативу гаражному. Свет у нас метров на 60 на 70 бьет. Вот дальний свет. Вполне себе получился свет ровный. Как бы перед машиной вот достаточно света. То есть вот я выглядываю из окна. Здесь уже, в принципе, достаточно обзорности. Ну, как-то так. Сейчас еще, может, подрегулирую немножко по высоте. Хотя, мне кажется, в принципе, по прибору все здесь достаточно нормально. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, палец вверх. До новых встреч. Всем пока. Я просто похлопаю.